Ребят, всем привет! Сегодня для меня такой необычный видос. Первый раз такое делаю. Читательский влог. Вот такой. Это никакой не марафон, это просто по мере того, как я буду, как многие уже видели такие видео, по мере того, как читаю, рассказываю. Сегодня у нас в видео присутствует книга «Личное дело». О ней я наслышана, благодаря, причем, Лере Жук. Она, по-моему, тоже читала эту книгу, если я правильно помню. Эта история рассказывается про... Там есть главный герой. Пока что я прочитала только 2 главы. За кадром, да. Рассказывается о том, что наш главный герой, он смешанной семьи, у него смешанная семья, мама кореянка, папа там тоже кто-то, я всегда забываю. Он работает в магазинчике такой правильной еды, без глютена, без всего, то есть прям супер все полезно. Его выперли, получается, из университета, но он хочет восстановиться. Мы в первых 2 главах мы узнаем про его семью, в первой, по крайней мере. И то, как он собирается на учебу. На работу. В ночную смену. Потом рассказывается про его друзей, по большей части с людьми, с которыми он общается. И в этот день мы узнаем, что у него день рождения, и там даже начальство как-то его поздравило, даже там что-то купила ему, а начальники у него корейцы. И меня это вообще так подкупило, когда я увидела, что там азиаты, я такая, все, сразу читаем. Пока что мы еще увидели какую-то, девчонку в конце 2 главы. Появляется какая-то девчонка с каким-то шлейфом позади нее, как там говорилось. Потом тут еще должна будет еще пока ее нет, такая какая-то знаменитая девушка, блогерша, по-моему, судя по всему, какая-то знаменитость, и будем смотреть, как и что у них там развивается, так что буду дальше читать, может, буду тоже подключаться, пока что его жизнь какая-то мрачноватая, без всяких таких красок, скажем так. Это включение, это уже следующий день, или даже через день. Сегодня у нас 29 августа 2022 года. И сегодня я подключаюсь к вам с продолжением прочтения данной книги. Мы за это время узнаем, что главный герой на протяжении, по-моему, 3-4 главы или что-то такое, он разговаривает с девушкой, которая зашла в магазин, набрала всякой еды, и потом не могла долго найти
то, чем оплатить. Оказалось, что эта девушка и есть наша главная героиня по имени Лианна. Вот знаменитость, та самая знаменитость. Она, так как на улице было холодно, она замерзла. Он поделился с ней обогревателем, тапочками. Она сидела, ела мороженое. И вообще они там разговаривали о ее жизни, о его жизни. Вот. А потом она ушла. Также нам рассказывался про один момент из старшей школы, из школы главного героя, когда он хотел свою девушку пригласить на бал, как я поняла, на выпускной в школе. В спортзале он с друзьями там целое видео сделал, а она ему дала отказ. Вот. Они, кстати, по-моему, если правильно помню, они даже это обсуждали вместе с как раз Лианной. Вот. Потом нам еще рассказывалось про ситуацию с его младшим братом, который даже пытался торговать в школе, а ему 13 лет, младший брат главного героя, вибраторами. Вот. Его поймали, ни до кого из взрослых не дозвонились, потому что мать на, скорее всего, операции, а отец трубки никогда не берет, считает вообще то, что телефоны это ад и так далее. В итоге главному герою пришлось идти в школу, все это выслушивать. Также, как мы примерно понимаем, даже младший брат заигрывает, по-моему, с кем-то, то ли из учителей, то ли с кем-то, ну, короче, с кем-то из старших. Потом нам рассказывалось про его житье-бытие. Он потом остался по итогу на ночь с младшим братом. Короче, они пошли домой. Там встретились, потом утром пришла мама, они там всю эту историю пытались скрыть, но мама догадалась, потом в итоге пришлось признаться. Ожидали, что будет вау, но все было хорошо и спокойно. Вот. Но, как говорит наш главный герой, не люблю ездить к родителям, к матери, потому что сразу его будут напрягать всем и сразу. Дала она ему денег, так как у него была днюха. Вот, параллельно это было 14 февраля. Вот. Как раз там на оплату всего. И, по-моему, получается, потом идет глава, когда он пришел, значит, там, где он живет со своими друзьями, как там все происходит, то, что у них там есть рисоварка, как они готовят, и, короче, одному пацану дали роль, он, получается, играет в кино, и они его поздравляли, они даже и на протяжении всей 7 главы главный герой со своим приятелем, который как раз получил роль в киношке, они почему-то начали ссориться, вот, и у них всегда
что-то заканчивается, все их разговоры заканчиваются ссорами. Такими вот, ну, кто-то их подтрунивает, и поэтому все вот так вот. Дальше, пока я не читала, у меня будет 9 глава, вот. Надеюсь, по итогу все будет нормально, но меня пока все устраивает. Вот. Как-то так. Всем привет. Вот книжка, о которой мы сегодня снова будем говорить. Вот. Вот она. Будет тут стоять. Личное дело. Долго мы с вами о ней не говорили. Ну и надеюсь, что мы снова пообсуждаем, и все будет прекрасно. Главный герой вместе со своим младшим братом едут к отцу. Тот ведет их на свадьбу, на которую их и звали. Потом по возвращению Пабло встречается с девчонкой с Тиндера, с которой они долго общаются, и они переспали. В один из рабочих дней приходит Лиана Смарт в его магазин, в его рабочую смену и предлагает поехать вместе с ней в турне. К ней, по работе. Они летят на частном самолете, подписывается им договор о неразглашении всего, чего только можно. Потом они по прилету они проводят время вместе в ее номере, который выглядит как квартира. Вот. Потом главные герои очень часто стали целоваться, заниматься сексом и так далее. Обсуждают свои желания, мечты, кто бы куда хотел поехать, что бы хотел увидеть, с кем бы повидаться. Потом целуются в бассейне. Лиана говорит, что... Так, сейчас. В бассейне. Потом Лиана говорит, чтобы главный герой не узнавал о ней всякую информацию в интернете, потому что там могут очень часто лгать и придумывать того, чего нет на самом деле. Тот соглашается. Потом они едят тако, а затем едут к бабушке Лианны Смарт в дом престарелых. Проводят время с ней, разговаривают, и по идее потом должен наш Пабло уехать. Но задерживают рейс, потому что идет сильный дождь, сильный снег. И он остается еще на день. Потом происходит такое, что Пабло учит Лианну кататься на велосипеде. Ничем хорошим это не заканчивается. Вот. Так. А потом обсуждают фильм, в котором хочет сняться Лиана. Да. Лиана Смарт. Угу. На следующий вечер, следующего дня, он уезжает. Также на частном самолете Лианы. Его отвозят. И начинается снова рабочее время. Вот. В его смену к нему подходит начальство
И потом ведется разговор по поводу его долгов. Долгов Пабло, судов, потому что тому даже до него добрались ректоры. Вот эти вот, которым Пабло задолжал. И тот говорит, чтобы передал номер телефона, по которому тому звонили, начальнику, чтобы Пабло с ними связался. И, может быть, они смогут договориться, чтобы отдавали все частями. Вот. Потом смена ему надоедает, и все затягивается. Он написал Лиане. Та не отвечает. А потом вечером, после того, как его отпустили, она ему ответила и сказала, чтобы он выключил все свои, желательно, телефоны, все соцсети, потому что того завалили сообщениями, подписками и так далее фанаты Лианы, потому что та на него подписалась в соцсетях. Вот, это если прям суперски кратко того, что происходит. Сейчас буду дальше читать. Я надеюсь, что следующее мое подключение будет финальным, потому что книжка подходит к концу. Вот. Практически. Да. Я очень надеюсь, что там будет хэппи-энд. Потому что не хэппи-энды я не люблю.